Всем привет, дорогие друзья! В этом видео я хочу поделиться с вами рецептом восхитительного песочного печенья, которое я пеку на Пасху. Печенье очень нежное, наполнено ароматным малиновым джемом и украшено сахарной глазурью с посыпками. Это делает его не только вкусным, но и красивым. Уверена, это сладкое угощение станет украшением праздничного пасхального стола и понравится всем, и взрослым, и детям. Друзья, подписывайтесь на мой кулинарный канал Люда Easy Cook и обязательно включите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых рецептов. Для приготовления песочного теста мне понадобится в отдельной миске смешаю сметану, яйцо и экстракт ванили. В миску просеиваю муку и разрыхлитель для теста. Добавляю соль и всыпаю сахар. Хорошо все перемешиваю. На крупной терке натру масло. Масло окунаю в муку и натираю. Периодически натертое масло перемешиваю с мукой. Всю массу тщательно перетираю до получения однородной крошки. Делаю углубление, вливаю сюда сметану с яйцом, замешиваю тесто. Слишком долго вымешивать это тесто не надо. Посмотрите в итоге, какое тесто должно получиться. Очень нежное, мягкое, вместе с тем не прилипающее к рукам. Перекладываю его в чистый пакет и отправлю в холодильник примерно на полчаса. Тесто отдохнуло в холодильнике. Разделю его на две части. Так удобнее с ним будет работать. Одну часть отправлю обратно в холодильник. Я беру лист пергамента, подпыляю его слегка мукой. Выкладываю тесто, также слегка его подпыляю мукой, накрываю сверху вторым куском пергамента и раскатываю тонкий прямоугольный пласт. Иногда приподнимаю бумагу, подпыляю все мукой и выравниваю тесто. Все очень просто. В итоге у меня получился пласт теста длиной 30 см и шириной примерно 20 см. Толщина пласта 3-4 мм. Сверху выкладываю малиновый джем, не доходя до края. И теперь подворачиваю при помощи пергаментной бумаги. Сначала с одной стороны и теперь с другой. Тесто как бы закрываю, немного разравниваю, стараясь внутри, чтобы малина хорошо распределилась. Можно здесь тесто немного поджать. И аккуратно при помощи пергаментной бумаги переношу этот рулет на противень. Переворачиваю его. Снимаю пергамент. Можно слегка подпылить мукой, чтобы не прилипали пальцы. И подравниваю рулет. Точно таким же образом формую второй рулет. И перекладываю его на противень. И сейчас я все отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20-25 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен вверх и низ. Рулеты испеклись, они вот так красиво подрумянились сверху. Я перетащила рулеты на доску. И теперь их аккуратно, пока они еще горячие, разрежу. Я режу ножом-пилочкой. Ножик протираю и снова разрезаю. Какого размера делать это печенье-пирожное, выбирайте сами. Здесь уже как вам больше нравится. Посмотрите, какая красота получается. Здорово. И разрезаю второй рулет. И сейчас оставляю все остывать. Когда печенье остыло, приготовлю украшение. Я буду это делать с помощью сахарной глазури и различных посыпок, которые традиционно используем на Пасху. В сахарную пудру добавляю понемногу молоко и перемешиваю. Я буду делать густую сахарную глазурь, чтобы она быстрее застывала. Вот такая сейчас густая глазурь у меня получается, и я ее буквально в течение 15 секунд прогрею в микроволновке. Вот такая в итоге глазурь получилась. Также я буду использовать вот такие посыпки. И также в качестве посыпки я буду использовать лепестки роз высушенные. Вот такие лепестки продаются в чайных магазинах. Их можно добавлять в чай. Это очень вкусно. Украшаю глазурью.
таким достаточно тонким слоем. Получается очень красиво и оригинально. И таким образом я украшаю все печенье. Или можно даже сказать, что это печенье пирожное. Оно довольно такого большого размера. Вот такие красивейшие печенье пирожные получаются. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь на мой канал Люда Easy Cook Позитивная кухня, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.